7 часов утра. Меня готовят к операции. Жена стоит возле палаты. При переезде на больничной каталке из палаты до операционной перед глазами проносится вся моя жизнь. Страх не покидает меня. После введения наркоза уходит боль и приходит успокоение. — 12 часов дня. Операция завершилась, меня везут на рентген. По завершению процедур транспортируют в больничную палату, где ждет жена. Врачи говорят, что операция прошла успешно, после чего я, измученный и уставший, проваливаюсь в длительный сон. Нестерпимая боль не давала заснуть всю ночь. Это утро для меня было исключением за многие годы совместной жизни с моим любимым человеком. Сегодня у моей спутницы жизни день рождения. В этот день у нас в доме всегда было много гостей, море цветов, которые жена расставляла вокруг новогодней ели. Сегодня я не смог приготовить ее любимый ароматный кофе и принести цветы. Искренне, с любовью я позвонил жене, произнеся единственное слово – «Прости». Она улыбнулась, ответив, что все не важно, главное, что ты у меня есть. Утро начиналось, как любое утро в украинской больнице – уколы, капельницы, обход врачей. Сегодня приходил врач-реабилитолог, который учил, как правильно вставать с кровати после операции. Принесли счет на оплату за медикаменты, лекарства и металлические пластины, установленные в ходе проведения операции. Счет выявился нескромный, около 25 тысяч, без учета текущих расходов. Жена вздохнула, посмотрев на счет, после чего оплатила его из денег, которые мы откладывали на отпуск. Моя любимая женщина, всегда излучавшая счастье, в лучах которого купалась вся наша семья, выглядела очень уставшей и поникшей. Прошло 2 месяца, как не стало мамы моей жены. С августа 2021 года мы боролись за ее жизнь, но COVID-19 оказался сильнее. Вечером вернулась боль, ночь была бесконечно долгой. Утро, рассвет, за окном метель. Как всегда утром созваниваюсь с близкими. Старшая дочь рассказывает, как у нее дела, сетует на нестерпимо высокие тарифы на газ, маленькую зарплату и трудности жизни в пригороде, но обрадовала, что опять взялась за рукоделие. Сегодня реабилитолог разрешил сделать первые шаги на костылях. Жена привезла ходунки. Пробую встать с больничной койки под контролем врача. Делаю несколько шагов до двери моей палаты. Это оказывается намного сложнее, чем я предполагал. Возвращаюсь к своей койке. Нестерпимая боль пронизывает все тело. Когда я открыл глаза, надо мной нависали врачи отделения и что-то обсуждали. Из медицинских терминов, которыми в разговоре перебрасывались врачи, не понял ни одного слова, но по тревожной интонации было понятно, что операция прошла не очень успешно. После консилиума возле моей кровати стоял врач с дрелью. Сжав все свои нервы в кулак, я сцепил зубы, и через несколько секунд стальная спица снова прошивала насквозь мою ногу. Меня снова привязали к кровати.
Отчаяние, боль, безысходность. Жена разговаривает с лечащим врачом возле моей палаты. Я стараюсь услышать хотя бы какую-то информацию о том, что происходит, но их громкий шепот невозможно разобрать. Вернувшись ко мне в палату, жена грустно сказала, что привязан я месяца на 1,5. При проведении операции не было видно микротрещин тазобедренной кости. Под нагрузкой при движении на костылях произошел надлом. Просто взрыв мозга. Я мечтал, что через месяц-два вернусь к полноценной жизни. Не сложилось.